Всем привет, с вами Дэн, и впервые на канале бренд Chronoforce. И давайте знакомиться. Видите, тут сразу у нас мотогонки идут, MotoGP, коробочка большая, а значит там внутри должно быть что-то, ну, скажем так, необычное. Инструкция. Инструкция большая, толстая, на английском. Все на английском, для разных моделей сразу. В общем, в хозяйстве пригодится. Но самое прикольное, посмотрите, какая упаковка. Здорово. В виде шлема автомотоспортивного. Ну, с учетом того, что Chronoforce в основном спонсирует мотогонки, я думаю, что это такой мотоциклетный шлем. Ну, прикольный. Кстати, смотрите, даже сделали, что забрало поднимается отдельно забрало. И отдельно можно вот так вот открыть шлем. И внутри уже моделька. Модельку мы вот так вот вытаскиваем аккуратненько. Шлем закрываем. Ну, прикольно. Супер. По-моему, что-то подобное делал или делает Tissot. Вот. Но у Chronoforce, насколько я понимаю, все модели именно вот так упакованы. Круто. Ну, для фанатов автоспорта, автомотоспорта, я думаю, это то, что нужно. В общем, Chronoforce — это бренд, как раз, который специализируется на высокоточных хронографах, устойчивых к компрессионным нагрузкам, в первую очередь значительным ускорением, ну как в мотогонках. Бренд был основан в 2005 году. И, что интересно, заявляют они, что, значит, запатентовали в свое время технологию адсорбции ударов и вибрации, которая, значит, сложная конструкция внутри часов, которая самостоятельно подстраивается под механизм, испытывающий большие ускорения и ударные нагрузки. Поэтому такие часы вот противоударные. Ну, знаете, мне так показалось сразу, что это вот какой-то они нацеливались стать G-Shock'ами для автомотоспорта. Ну, прикольно, кстати говоря, потому что, в принципе, никто, на мой взгляд, именно специализированно для вот таких активностей никогда часы свои не затачивал. В общем, при этом понятное дело, что да, идея в защищенных часах для скоростных гонок, в частности мотогонок, но понятно, что в широком смысле это спортивные хронографы с нестандартным дизайном, которые можно носить и на каждый день. Об этом мы чуть позже поговорим. А в целом, с момента создания бренд Chronoforce является активным участником и спонсором разных гоночных мероприятий. Это и партнерство с командами, и пилотами, среди которых в разное время были Honda MotoGP, Lotus Racing, Aprilia Racing, из пилотов Лоренцо Сальвадоре, Алекс де Анджелес, в общем, и так далее. Не всех, конечно, знаю, но если вы знаете, пишите обязательно в комментариях. В общем, сегодня на обзоре Chronoforce CF5323. Коллекция называется Hurricane, это ураган, да, в переводе. Спортивные наручные часы с хронографом с точностью до 1/10 секунды. Отмеряют они 1/10, 1 секунду и 60 минут, если мы говорим именно про возможности хронографа. Ну и, как видите, крупный, мощный, такой прямоугольный, если бы не сказать даже квадратный корпус, который полностью выполнен из нержавеющей стали 304. И, кстати, я, когда первый раз увидел эти часы, я подумал, что а тут точно сталь? А тут точно сталь, она с покрытием, и они делают вот разные цвета по покрытиям. То есть вот в этой модели конкретно, да, здесь красный плюс черный. Я вам специально взял еще несколько моделей, чтобы показать, потому что есть разные вариации. Вот зеленый, пожалуйста, зеленый, плюс здесь оранжевый, да, разные версии. И это все сталь, это все сталь. Вот здесь белый с черным, ну, прикольно, вот в плане по материалам, да, вот по каким-то вот этим вот фишечкам, инновациям, я, честно говоря, такого не встречал, чтобы именно вот так выглядела сталь с покрытием. Матовая абсолютно, да. Интересно. Интересное решение, на самом деле. Ну вот, значит, здесь понятное дело, что, да, вот это особая прочность, да, от ускорений, от повреждений и так далее. Что касается циферблата, то он здесь такой полускелетонированный. Поэтому, честно говоря, с читаемостью здесь, ну, не очень. Но, с другой стороны, вот давайте, положа руку на сердце, да, вот вы мотогонщик, у вас на запястье часы, пусть даже хронограф. Но что вы там можете разглядеть?
ну, мало что. То есть, это вот больше такие часы для стиля. Вот у меня на запястье часы для мотогонок. Я их надел, там, может быть, даже запустил хронограф, может быть, даже где-то напрямую увидел что-нибудь там, хотя вряд ли. Вот. А в повседневной жизни как раз вот эта вот мотоэкипировка, вот такой вот необычный хронограф, разноцветный, ну, наверное, в этом и есть весь смысл таких часов. Значит, здесь у нас стекло Hartlix от Сейки заявлено, по крайней мере, ремешок из натуральной кожи с перфорацией. Ну, кожа для таких как раз часов, наверное, это самое правильное, потому что каучук здесь не подойдет, браслет будет слишком тяжело. В общем, окей. Плюс здесь даже есть дата у нас, хотя ее совсем тяжело читать, она отметки 4 часа вот таким квадратиком отделяется. Ну, в общем, как мы с вами уже проговорили, в плане читаемости здесь скорее это на втором плане, потому что главное такой вот такой техно-стиль, да, мото-стиль. Механизм, кстати, кварц, Сейка VD57 внутри стоит, и водозащита 50 метров. Ну, понятно, для сухопутных мотогонок больше и не нужно. Что касается ритейла в России, то примерно 30 тысяч рублей. Ну, как видите, по нынешним временам так и не так уж и много. Давайте посмотрим по размерам. Значит, по безелю у нас фиксирован винтами. По безелю здесь 49 практически, да. Если мы берем по корпусу, по кнопке, да, например, по кнопке, я думаю, здесь сильно за 50 будет, 52. Ну, или просто по корпусу 49,7. И от ушка до ушка мы возьмем с вами 59,3. По этой части тут тоже, наверное, 52, даже чуть подлиннее получается. Ушки короткие, это неплохо. И по высоте 15,2. Ну и ремешок, я думаю, 24, наверное. Ремешок 24. В принципе, можно любые сторонние ремни, если вам это хочется, поставить здесь, да. Ну, крупная модель, достаточно увесистая. Хочется прямо сейчас попробовать по весу. Мне прям кажется, это важный момент. 160 грамм. 160 грамм. Ну, не самая легкая модель, но вы понимаете, что она достаточно увесистая. Мое запястье 18,5, ну, собственно, вот такая у нас посадочка, да. Ну, прям максимально впритык. Я бы даже сказал, что на мое запястье, наверное, маловато будет, да. Маловато. Если только поверх куртки, да, поверх какой-то амуниции, тогда окей. Вот так носить на повседневе, ну, немножко довольно-таки китчево будет. Но это зависит от того, как вы одеваетесь. Если это просто футболка, то, ну, перебор. Если у вас какая-то экипировка, то вполне себе окей. Напишите, кстати, кто вот, у кого мотоцикл, да, или что-то еще подобное, как вы относитесь к таким моделям. Вот белый вариант, белый с черным. Ну, такие, да, они оверсайз, конечно, они оверсайз. И вот эта версия самая, наверное, необычная, зелено-оранжевая, цвет морской волны оранжевый, ну, как-то так. На моем запястье они крупноватые, но, опять же, я говорю, что это без какой-то одежды. Мне кажется, их нужно носить с одеждой вместе. Опять же, напишите, как вы считаете, да, как вы считаете этот момент. Давайте запустим. Поехали. Поехали. У нас верхний счетчик идет как раз 1/10. Здесь у нас идут секунды. И здесь идут минуты. 3 счетчика. Кстати, они практически нечитабельны. Здесь главное, что мы видим секунды, но вот этот кончик секунд, потом часы и минуты. Поэтому, ну, как мне кажется, да, это больше вот для именно некого такого стиля, да, если вы в этой тематике и вам нравится такой дизайн часов, то вполне вы можете их надевать. И сразу будет понятно, что у вас что-то такое вот прям необычное. Да? То есть они же не похожи ни на что другое, потому что сталь с покрытием, ну вот я такого прям редко встречал, чтобы оно именно было разноцветное. По-моему, это как минимум необычно. Дальше, значит, у нас здесь 2 пушера на хронограф, центральная заводная головка с логотипом. Кстати, симпатично сделано вот это вот красное покрытие, симпатично сделан безель. Здесь в центре винты, дальше такой с сатинированием вкладка на безеле, зеркальная полировочка тоже с покрытием по боковой части. Задняя крышка, ну, здесь основные характеристики. Она плоская, видите, да. Немножко перекликается, наверное, со стилистикой Bell & Ross, потому что Bell & Ross тоже есть крупные модели с короткими ушками. Поэтому в плане посадки именно на запястье, если у вас запястье покрупнее моего будет, мне кажется, от 19 сантиметров, то очень удобно в повседневе, на самом деле.
Ушек нет, задняя крышка плоская, корпус вообще плоский, ремешок сразу идет вниз, поэтому, ну, сидят они как литые, да. Если вам нравится оверсайз, то понравится. Понравится, как эта модель располагается на запястье. Корпус, как я уже сказал, такой достаточно сложный, да, у нас получается 3 части, но при этом есть тут еще боковые винты, возможно, они как раз вот для какой-то там абсорбции ударов, не могу точно сказать. Полускелетонированный циферблат, есть метки накладные, объемность это чувствуется, 3 счетчика, да, у нас идут, как я уже сказал, плюс стрелки тоже скелетонированные, и лучше всего видно, конечно, наконечники вот эти белые, которые по минутной, секундной и часовой стрелкам. Ну и что касается ремешка, то здесь большущий такой толстый тренчик, опять же, чтобы мощный ремень зацепить. Кастомная бакля и ремешок достаточно мягкий, при этом пухленький такой, да, есть здесь отверстие, так что, если что, под лишняя влага выйдет. Я думаю, что можно еще пробовать, наверное, здесь и что-нибудь каучуковое, но в базе, понятное дело, здесь идут везде кожаные ремешки. Давайте поглядим на макро. Так, ну вот, как говорил, по безелю тут идет сатинирование такое круговое. Дальше корпус полускелетон. Шкала даты видна хорошо. Счетчики хронографа. Кнопки. Заводная головка. Ну и корпус крайне-крайне необычное такое вот решение, да. Когда у нас сталь с покрытием идет, причем в данном случае белого цвета. Интересно. Ну что скажу по итогам. Кто переживал, что на рынке засилье небольших винтажных часов, вот вам, пожалуйста, да, прям сразу идет очень нишевая модель для авто и больше даже для мотоспорта. Хронограф прям такой максимально брутальный, автоспортивный, с необычным корпусами, с необычным окрасом корпусов. Если вы ищете что-то такое, что прям сильно выделяется на рынке и что прям сразу будет заметно на вашем запястье, то почему бы, собственно, и не рассмотреть Chronoforce. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.